Всем привет! Я в лесу, в Англии. И сейчас постараюсь найти укромное местечко, где может хоть в лесу не будет людей, чтобы рассказать вам информацию об одной из интересных тем. После выхода видео об общественном транспорте в Европе очень много пришло вопросов о том, что а что же делать, если нужно добраться туда, где общественный транспорт как бы не ходит, а вы там с детьми, с семьями, с багажом. Ну что ж, пора отвечать на этот вопрос. Итак, дубль 3, попытка 70. Я был очень неправ, когда думал, что могу спрятаться в лесу в Англии. Здесь перенаселение, как и во всей Европе, поэтому беда. Итак, посмотрели вы одно из моих предыдущих видео об общественном транспорте в Европе. И теперь, когда вы приезжаете в любой новый для себя город, вы прекрасно знаете, что нужно делать. Отлично. Но вот приходит ситуация, когда вам нужно добраться или чаще всего выбраться из какой-то такой глуши, куда транспорт не ходит. И не будет. И не ходил никогда. А вам надо выбраться. И в принципе у вас только два выбора. Либо идти пешком, либо вызывать такси. Ну вот, о таком персональном виде общественного транспорта, как такси, мы сегодня и поговорим. Погнали! За все время моего перебывания в Польше я воспользовался услугами такси всего несколько раз. В следующем видео я объясню, почему. Но в этом конкретном видео попытаемся с вами разобраться, отличаются ли польские службы такси от наших, и если да, то чем. Сразу же оговорюсь, что все выводы и вся информация, которую я вам сейчас буду говорить, как обычно, основывается исключительно на моем личном опыте, а также на словах тех водителей, с которыми я разговаривал об особенности ведения такого вида бизнеса в Польше. Итак, что мы имеем? 2 часа ночи. Отдаленная глухая промзона, фиг знает где в лесу, и один человек с огромным количеством багажа, который очень, просто очень хочет добраться домой. Если что, все данные основаны на реальных событиях. Процесс заказа машины абсолютно ничем не отличается от такого в наших странах. Находим номер телефона такси, звоним, трубку поднимает диспетчер. Четко и понятно говорим ему, откуда нас нужно забрать, какого размера машина нам нужна и чем мы будем платить, наличными или оплата картой. Сразу после приема вызова вам на телефон приходит СМС с маркой машины, ее моделью, цветом, а также регистрационными номерами. Вроде ничего необычного, правда? Но только в моем случае мне еще дополнительно пришло СМС со ссылкой на интерактивную карту, где я могу в реальном времени посмотреть, где сейчас находится машина. Когда водителю остается около 3 минут доезда до нас, нам приходит СМС, что можно выходить из дома. В принципе, все. Выходим, грузимся, начинаем движение. Каждый водитель такси в Польше является частным предпринимателем, и у него есть лицензия на перевозку пассажиров. Исключение составляют только те водители, которые работают на большие компании, и этот автомобиль является для него служебным, а не личным. В обеих этих ситуациях платятся налоги, проходится обязательный техосмотр, и все пассажиры всегда застрахованы от несчастных случаев. В принципе, машины самые разные и обыкновенные, то есть нет, так как в Нью-Йорке, например, что все желтые, либо там все там белые. Абсолютно обыкновенные машины. Разницу составляет только то, что всегда на панели приборов в видном для пассажиров месте стоит счетчик, и где-то у водителя лежит еще кассовый аппарат. Как мне рассказывали водители, в каждой машине также находится тревожная кнопка, которая отправляет сигнал сразу в 2 службы. Это вневедомственная охрана, а также полиция. Но в принципе, по их словам, очень редко случается так, что кто-то буянит, либо не согласен с ценой за проезд. Ну и действительно, как можно спорить с тем, что ты видишь все время перед собой и контролируешь на протяжении всей поездки? Я говорю да, о счетчике. Ценообразование на услуги такси в Польше достаточно простое. Мы платим за
километр дороги. Именно эти цены фигурируют на всех рекламных баннерах, и именно эту цену нам называет диспетчер, когда мы звоним. Соответственно, водитель не может сразу сказать полную цену за вашу поездку, только если вы предварительно во время совершения заказа машины не попросили просчитать вашу дорогу диспетчера. Мы платим только за фактическое расстояние, которое мы проехали, и обмануть нас, как пассажиров, достаточно тяжело. Да, это водителям особо и не интересно. Со слов нескольких человек, после вычета всех расходов, таких как налоги, топливо, амортизация и отчисления диспетчерской службе за вызовы, чистыми у владельца собственной машины в одной из самых старых служб такси в Познани чистыми остается от 6 до 8 тысяч злотых. Неплохая сумма, да? Я, правда, не знаю, насколько можно верить этим словам, но вот такие вот цифры мы имеем. Существует также несколько популярных мобильных приложений для вызова такси, не считая Uber. Uber тоже в Польше присутствует в полной мере, но, например, в Познани почему-то под ним ездит слишком мало машин. Водители просто зарегистрированы в одной традиционной службе такси, а также в нескольких мобильных приложениях. Благодаря таким комбинациям у них постоянно присутствует работа. Ну и напоследок хотелось бы сказать: Бирмингем, я тебя ненавижу. Все те принципы и советы, которые работают для наших стран, точно так же работают для Польши. Ну, например, никогда не садитесь на вокзалах в те машины такси, которые стоят прямо возле входа, если, конечно же, хотите сэкономить. Просто возьмите телефон, наберите тот же самый номер, который указан у него на двери либо на шашечке, и окажется, что ваша трасса должна стоить в 1,5-2, а то и в 3 раза дешевле. Ну и такие вот простые базовые вещи. Как видите, отличия в службах такси, если они и есть, если вы их вот нашли, то очень-очень минимальны. Поэтому раз в году, в принципе, можно себе и позволить вызвать службу такси, если вам это действительно необходимо. Особенно если у вас едет компания или у вас много багажа. Вам просто пожалейте себя и свое здоровье. Цены, в принципе, на услуги такси не такие и космические, поэтому смело берите телефон и звоните, но не часто. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как функционируют службы такси в конкретно вашем городе. И если вам это видео понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк, чтобы я понимал, что вам интересны такие видео. А также покажите его всем тем, кому это может быть полезно. Ну а для тех, у кого уже есть права и кто умеет ездить, я в следующем видео расскажу, как можно на чужой машине проехать в нужную вам точку по цене такси, а также оставить ее там, где просто душа ваша заблаговолит. Так что не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить и это, и следующее видео. Жахните по колоколу и увидимся в следующих видео. Пока! Метро поехала.